Ребят, всем большой привет, меня зовут Фил, канал Честный Блог. Так сложилось, что в наше время абсолютно всем нужны ноутбуки. Для всех людей, кто работает не в офисе, для всех, кто работает на удаленке, всем, кому нужно иметь переносное, мощное, полезное устройство, при помощи которого вы можете решать все ваши задачи, нам всем нужны ноутбуки. И что самое важное, для каждого человека нужны именно свои ноутбуки под свои задачи. Кто-то берет маки, кто-то берет ноутбуки на винде. Если с маками попроще, моделей не так много, то на винде вопросов гораздо больше, потому что очень много производителей, очень много конфигураций, моделей и самое главное, есть два процессора Intel и AMD. И как один из самых лучших вариантов для повседневных задач это ноутбуки на процессорах от AMD. Но вы спросите, а как же там Intel? Да, с Intel на самом деле все хорошо, но вот если вы посмотрите, просто посмотрите большое количество разных видосов на YouTube, сравнение Intel и AMD, то большинство техноканалов сходится в том, что для обычных задач, для повседневных задач, для офисных задач, для среднего бюджета и для малого бюджета, и в том числе, кстати, и для игр, лучше всего подходит AMD. Интересный момент, кстати, несколько лет назад доля AMD на российском рынке составляла менее 10%, а по итогам 2021 года уже порядка 40%. То есть люди доверяют AMD, а производители делают все больше и больше ноутбуков на этом процессоре. Окей, если мы остановились на AMD, тогда какой же выбрать? Ведь существует огромное количество моделей. Я сегодня вам представлю три совершенно разных модели от разных производителей на разные бюджеты. Итак, это Asus ZenBook с процессором AMD Ryzen 5 5500U, также Lenovo IdeaPad 5 Gen 6 Ryzen 7 5700U и игровой ноутбук HP Victus 16 на базе процессора AMD R7 5800H. Буква U в конце в названии процессора означает, что это более энергоэффективное решение. Ну а буква H, которая, например, стоит в названии процессора у HP, это более производительное, высокоэффективное решение. Как раз таки хорошо подходит и для игровых задач, и для сложных офисных задач, монтажа видео и так далее. Давайте познакомимся с этими тремя ноутбуками и будем идти по возрастанию от самой недорогой модели к самой дорогой. И мы начинаем с Lenovo. Итак, Lenovo iPad 5 Gen 6 на процессоре AMD Ryzen 7 5700U. Очень компактное решение. Это 14-дюймовый ноутбук в металлическом алюминиевом корпусе. Вес 1,66 кг. Корпус практически не оставляет следов от рук, что хорошо. Это ноутбук для широкой аудитории, потому что он подходит под основные задачи среднестатистического человека. На нем можно как и офисными приложениями заниматься, так и без проблем смотреть киношки, когда вы куда-то полетите. И так как это не здоровенное какое-то решение, соответственно, его можно брать с собой в самолете, в поезде, в машине, где угодно. Он компактный. В кнопку питания у нас встроен сканер отпечатка пальцев. Одной рукой ноутбук не открывается, зато можно сделать так, чтобы когда он открывался, он сразу же включался, без нажатия на кнопку питания. По разъемам, с правой стороны у нас два USB-A, версия 3.1. Также здесь есть картридер, это хорошо. С другой стороны USB Type-C, HDMI, есть джек для наушников, он же одновременно является джеком для микрофона. Здесь есть светодиоды, которые показывают, что у нас происходит зарядка, а также здесь есть разъем для блока питания. Причем заряжается ноутбук как от блока питания, так и при помощи USB Type-C. И, кстати, этот ноутбук может являться пауэрбанком, то есть не включая его, один из разъемов USB-A дает возможность просто заряжать любое устройство. Эта система называется USB Always On, и ее не так часто можно встретить в ноутбуках. Экран хороший, это IPS-матрица, 14 дюймов, разрешение Full HD. Подходит для повседневных задач, но я бы не рекомендовал его все-таки профессионалам для работы с цветокоррекцией, просто потому что здесь не полный цветовой охват. sRGB 98% и DCI-P3 73%. Этого не хватает. Ну а если вы не занимаетесь цветокором, то все в порядке. Яркость дисплея 300 нит. Я бы сказал, что для помещения этого вполне достаточно. Для улицы могут быть вопросы. Под яркими лучами солнца будет немножко сложно видеть то, что у вас на экране. Здесь есть антибликовое покрытие, и оно периодически спасает, но не полностью. Здесь есть фронтальная камера, и если вы боитесь, что вас постоянно снимают, есть ручная блокировка, то есть шторка, которая закрывает эту фронтальную камеру. Камера снимает с качеством 720p, ну ничего особенного. У нас есть практически полноценная клавиатура, даже есть много отдельных кнопок, например, есть кнопочка для скриншота. Ход клавиш хороший, печатать удобно, а это не самая бесшумная клавиатура, которой я когда-нибудь пользовался, но окей. Есть подсветка для работы ночью, что касается тачпада, он тоже вполне себе приятный, его можно прожимать, он достаточно большой в рамках
рамках небольшого корпуса. И я рекомендую повышать его чувствительность в настройках, чтобы работать было удобнее. Безусловно, это не тот ноутбук, который заточен под игры, однако поиграть можно при помощи процессора AMD Ryzen 5 7700, а также встроенной графикой AMD Radeon. Мы вот что получаем. На средние настройки графики танки идут вообще практически без каких-либо проблем. Ведьмак 3 будет себя чувствовать хорошо на HD настройках и давать порядка 50 FPS, но CS дает порядка 70-80 FPS в минуту на средней графике, и ноутбук теплый. Также есть фирменный софт Lenovo Vantage, который дает широкие возможности по настройке ноутбука, следить за его производительностью, аккумулятором и делать так, чтобы у вас все работало хорошо. Стереодинамики, которые здесь стоят, мне изначально показалось как-то слишком средненько звучат, поэтому нужно обязательно активировать систему Dolby в настройках, выбрать нужный режим, и тогда они прямо преображаются. Мощность зарядки у нас 65 Вт за час. Ноутбук заряжается от 0 до 80%, полностью заряжается за 2 часа при помощи фирменной системы Rapid Charge. В смешанном цикле при ежедневной работе, офисные приложения, киношки, этот ноутбук выдает порядка 11-12 часов. Это очень хороший результат, можно смело назвать ноутбук долгожителем. В целом этот ноутбук можно назвать хорошим сбалансированным решением, которое подойдет для большинства пользователей. Далее у нас идет 13,3-дюймовый Asus ZenBook Ryzen 5 5500U. 8 гигабайт оперативной памяти, 512 встроенной, Full HD, и здесь классный AMOLED-экран. Встроенная карточка AMD Radeon. Это очень легкий, очень стильный ноутбук в алюминиевом корпусе. Опять же, не очень сильно оставляет следы от рук. Он очень компактный, диагональ дисплея 13,3 дюйма. И здесь OLED-матрица, а соответственно у нас очень яркие, очень контрастные, очень сочные цвета. Яркость дисплея 400 нит. С таким дисплеем уже без проблем можно выбираться на улицу. Есть поддержка просмотра HDR-контента. Короче, дисплей прямо классный. Вы, возможно, слышали такую историю про выгорание OLED и AMOLED экранов. Так вот, здесь в приложении MyAsus есть специальная опция, которая регулярно делает сдвиг картинки на 1 пиксель вправо и влево. Таким образом, дает возможность не оставаться статичным изображением, а, соответственно, не будет никакого выгорания. Те, кто любит компактные решения, безусловно, оценят этот ноутбук. И да, кстати, я, конечно же, рекомендую версию именно с AMD, потому что есть также версия на Intel. Это очень легкое решение, он весит всего лишь 1 килограмм 140 граммов, и толщина его порядка 13,9 мм. Справа у нас есть USB Type-A, и даже есть отделение под microSD карточку, но при этом нету джека для наушников. И как будто бы это немножко странно. Также немножко странно то, что крышку ноутбука сложно открыть, потому что не за что зацепиться. Обычно есть такое углубление, за которое ты цепляешься, а здесь нету, и это не очень удобно. Аккумулятор на 67 Вт-час, и это действительно решение можно назвать очень энергоэффективным. Очень энергоэффективным. Как я уже сказал, экран ноутбука очень сочный, 100% покрытие sRGB, также 98% покрытие NTSC, соответственно, можно без проблем заниматься цветокоррекцией. Камера с хорошей картинкой, она встроена в сам дисплей, звук тоже пишется нормально. Что касается производительности, Fortnite выдает порядка 30, 40, 45 FPS в зависимости от сцены на низких настройках. Ведьмак в HD настройках выдает порядка 40 FPS. Играть в целом комфортно, но не более того. Рассчитывать на какую-то крутую графику я бы не стал. Во время стресс-тестов, например, AIDA 64 нагревает компьютер в пределах нормы. В этом ноутбуке немножко зарезана производительность и немножко уменьшается питание на систему. Именно поэтому это получается такое очень энергоэффективное устройство, не заточенное под выполнение 4К рендеринга. То есть это ноутбук, который хорош в офисных приложениях, который хорош при наборе текста, которым удобно пользоваться, у которого комфортная прорезиненная клавиатура, который очень легкий и компактный, который вы без проблем положили к себе в сумочку. Тем более, если вы девушка, просто положили себе ноутбук и пользуетесь им. Очень приятный ноутбук за свою цену, классный экран, нормальная производительность и очень хорошая автономность. Единственное, чего не хватает, это джека для наушников на 3,5 мм. Ну и последним сегодня идет игровой мощный HP Victus 16 с процессором AMD R7 5800H. Это уже у нас полноценное игровое решение, 16,1 дюйма диагональ матрицы, весит 2,5 кг, толщина 23 мм. Это настолько мощный ноутбук, что блок питания у него выдает 200 Вт и весит 470 граммов.
Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что у нас пластиковый корпус. Соответственно, со временем он сотрется, так же, как сотрется и вот эта красивая эмблема под названием V. Еще один интересный момент, нигде не написано, что это HP. Я, конечно же, вам рекомендую найти где-нибудь чехол для этого ноутбука, чтобы он остался в хорошем состоянии. Несмотря на то, что это игровой ноутбук, он выглядит достаточно сдержанно по сравнению со своими собратьями. В целом, я бы сказал, что это хорошо. Слишком вычурные игровые устройства больше, конечно же, отталкивают обычных пользователей, чем нет. Мне нравится клавиатура. Во-первых, она полноценная, во-вторых, она очень тихая и у нее очень приятный ход клавиш. А вот подсветка здесь не регулируется, она достаточно яркая, практически как фонарик, который будет работать у вас ночью. Это не очень удобно. Вообще в клавиатуре есть свои нюансы, они знакомы тем, кто любит технику от компании HP, для других придется немножко привыкнуть к некоторым расположениям и функциям клавиш. Достаточно большой тачпад, тоже удобный, хорошо прожимается, к нему вопросов никаких нет. А вот что странно, здесь нету сканера отпечатка пальцев в кнопке питания. У всех есть, здесь нет. По портам с правой стороны у нас два USB-A 3.0 разъемы, не самые быстрые. С левой стороны у нас гнездо для зарядки, есть Ethernet, есть HDMI, есть USB-A 3.0 и есть USB-C 3.0 DisplayPort. Также здесь есть картридер и, конечно же, разъем для наушников и микрофона. Немножко расстраивает, что здесь не очень быстрый USB-A. Картридер тоже не очень быстрый, до 80 мегабайт в секунду, зато есть быстрый Wi-Fi 6 поколения. Ну и у нас здесь хороший IPS-экран, его диагональ 16,1 дюймов, яркость 300 нит, для улицы не очень хорошо подходит, для помещения, для офиса отлично. Хорошая матрица от компании BOE, стопроцентное покрытие sRGB, поэтому в целом этот ноутбук можно использовать как устройство, где вы можете заниматься монтажом и цветокоррекцией. Ну а для тех, кто любит поиграть в игры, у нас здесь 144 Гц экран. Фронтальная камера есть, она достаточно среднего качества. Я, знаете, еще на что обратил внимание, это на динамики, потому что они от фирмы Bang & Olufsen. Честно говоря, это достаточно серьезный бренд, а звучит очень средненько. Но опять же, звук, знаете, такая штука очень субъективная. Кому-то нравится, кому-то не нравится, как суши. 144 Гц экран, отклик 0,7 миллисекунд. Хардкорные геймеры, наверное, скажут, что это не очень хорошо, а я могу сказать, что мне было комфортно играть на этом ноутбуке. Внутри у нас очень шустрый SSD-шник на 1 терабайт. Кстати, есть второй слот, куда еще можно добавить. 16 гигабайт памяти. Здесь уже по графике все интересно, потому что это RTX 3060 на 6 гигов. Так сказать, начальный уровень профессиональных видеокарточек. И так как это игровой ноутбук и мощное решение, соответственно, в офисных приложениях при просмотре видео вам хватит порядка на 7 часов работы, что немного. Система охлаждения находится снизу. Здесь два вентилятора, 3 теплотрубки и большой теплосъемник для силовых элементов вокруг процессора. Важно, друзья, не ставьте такие ноутбуки на кровать, потому что он с кровати всю пыль с ваших одеял будет всасывать в себя. Это не самый лучший вариант. Ставьте на стол, и будет все хорошо. Для тех, кто любит менять настройки ноутбука под себя, есть Omen Gaming Hub, при помощи которого можно следить и за аккумулятором, и за производительностью, и за работой всей системы. В ноутбуке у нас стоит мощный процессор AMD Ryzen 7 5800H, построенный по 7-нанометровому техпроцессу, 8 физических ядер, 16 мегабайт кэш третьего уровня и поддержка SMTP 16 потоков. И вот эти характеристики дают этому процессору очень уверенно себя чувствовать на фоне конкурентов от компании Intel. Я бы сказал, что это одно из самых сбалансированных решений 2021 года. Ну и быстрый SSD-шник от Western Digital на 1 терабайт дает этому компьютеру возможность работать быстро. Вещь, на которую многие обращают внимание, это крышка, которая вот так вот болтается. Честно говоря, это странно. У других такого я не замечал. Ну да ладно. В стресс-тесте AIDA 64 процессор нагревается не выше 90 градусов. Это хороший показатель. Из-за установленного ТГП на 95 Вт он немножко проигрывает конкурентам, но с другой стороны у тех же самых конкурентов стоят процессоры AMD. Например, Lenovo Legion. Но даже несмотря на низкий ТГП, в играх он показывает себя достаточно хорошо. 60 кадров на максимальной графике можно встретить на Red Redemption 3, Киберпанке и других достаточно тяжелых проектах. Ну а если у вас игра будет немножко попроще, там и можно за 100 FPS вообще легко улететь. Во время игр корпус нагревается до 50 градусов, что хорошо для игрового ноутбука. Но при этом система охлаждения работает настолько мощно, что в целом, если вы будете играть ночью, а вы будете играть ночью, в соседних комнатах будет слышно, чем вы занимаетесь. Ну и видеокарточка нагревается
нагревается до 82 градусов при мощной нагрузке, это тоже хороший показатель. В итоге мы получили хороший игровой ноутбук такого среднего уровня, который пользуется хорошим спросом у покупателей. В общем, друзья, сегодня мы посмотрели на 3 разных ноутбука разной весовой и ценовой категории. При этом все они построены на процессоре AMD, и я считаю это плюсом. Понятное дело, что в комментариях будут люди, которые думают по-другому, и это хорошо, ведь мы именно для этого собираемся здесь на YouTube, чтобы обмениваться опытом, обмениваться мнениями и приходить к какому-то консенсусу. Господи, к слову консенсус я вспомнил. Кстати, за предоставленные ноутбуки говорю большое спасибо магазину Эльдорадо. Хороший выбор, широкий ассортимент, ну и под разный бюджет. Найдете для себя точно что-нибудь интересное. На этом все. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Все ссылки на ноутбуки я оставляю внизу. Переходите, посмотрите. Ни в коем случае не болейте, берегите себя и своих близких. Меня зовут Фил, это Честный блог. Всем счастливо и пока.